Всем привет, друзья! Сегодня я к вам снова с полезной информацией. Сегодня буду делать спрей от пыли. Я вообще люблю такие подобные рецепты, потому что живу на первом этаже, рядом у меня дорога проходит, пыли, естественно, гораздо больше скапливается в квартире, и поэтому я всегда ищу какие-нибудь пути решения данной проблемы. У меня уже есть на канале видео, где я делал спрей от пыли, просто используя кондиционер для волос. Но сегодня я еще нашел рецепт более интересный. Попробую сделать, помимо того, что понадобится кондиционер, буду использовать также и антистатик для одежды. То есть он еще более эффективно, этот спрей, работает. Действительно, поверхности становятся после использования этого спрея более блестящими, и пыли, конечно, оседает гораздо меньше. Итак, я буду делать спрей на 200 мл воды, то есть в пропорции на 200 мл воды. То есть и добавляю кондиционер для волос. Можно добавить также либо бальзам для волос, либо даже и шампунь можно. Но мне кажется, все же лучше добавлять либо бальзам, либо кондиционер для волос, потому что они не так пенятся. Шампунь просто сильно распенится, и это не есть хорошо. То есть получится просто такая сильно мылкая формула, а после бальзама и кондиционера она не такая мылкая. Добавляю прям буквально чуть-чуть кондиционера. Много добавлять не нужно. Размешиваю. Здесь у меня также она теплая вода, так как в теплой воде кондиционер или также бальзам будет размешиваться гораздо лучше. Все хорошо перемешиваю. И также добавляю антистатик. Его добавляю где-то пшикаю, то есть где-то пшиков 5 нужно. Я купил самый дешевый в Магните, он стоил, по-моему, 70 рублей. Все перемешал, и средство готово. То есть теперь взял небольшую емкость с пульверизатором и переливаю туда. Все перелил, теперь можно еще хорошенько вот так стряхнуть, и спрей полностью готов. Теперь сейчас буду показывать его в работе. Итак, спрей нужно будет распределить, конечно, обязательно не на поверхность, а берете какую-нибудь тряпочку, либо, не знаю, какой-нибудь хоть носок, хоть что, то есть чем мы привыкли именно вытирать пыль, и спрей наносим именно на тряпочку, после уже протираем. Нанес и начинаю протирать. Специально взял светлую тряпочку, чтобы было видно, вот собирается пыль. Я также ее заранее подкопил некоторые дни, чтобы было все наглядно. То есть тряпочка скользит, все протирается хорошо. То есть обязательно попробуйте этот рецепт, и вы сразу увидите, что поверхность после протирания этим спреем действительно становится, то есть мебель становится более чистая, более блестеть, то есть начинает, более становится ухоженной. И также пыль, она, конечно, никуда не денется, но просто ее все равно будет, конечно, садиться на поверхность меньше, значительно, то есть гораздо меньше, потому что в составе уже много антистатика, поэтому она как бы будет, антистатик будет пыль отталкивать, и она будет пролетать и оседать на пол. А с пола, допустим, мне ее собрать, конечно, гораздо легче, хоть пылесосом, допустим. Также еще покажу на примере полки под телевизор. Также наношу спрей на тряпочку и сразу же приступаю к чистке, то есть протираю. Тут я тоже заранее подкопил пыль специально. Тоже тут ее, конечно, поменьше, чем на той поверхности, ну, как бы тоже есть тут на тряпке. Также еще плюс в том, что от кондиционера такой приятный запах. И, естественно, поверхность после этого пахнет кондиционером, либо бальзам, в зависимости от того, что вы использовали. То есть только протер, она сразу же начинает поверхность буквально блестеть. Поэтому можете смело брать на заметку данный рецепт. Сегодня буду делать спрей для мебели против пыли. У нас сейчас в станице жарко, и, естественно, в моей квартире практически постоянно открыты окна. И, естественно, через них летит, то есть грязь, пыль, песок какой-либо. Все это оседает, естественно, на мебели. Для того, чтобы, то есть, часто не протирать
свою мебель, чтобы целыми днями не ходить с тряпкой, я делаю такой подобный спрей. Итак, для его изготовления понадобится любая емкость с пульверизатором, вода и кондиционер для волос любой. У меня этот бутылек где-то на 400 мл. Я сюда налил примерно вот 300 мл. И добавляю теперь сюда немного кондиционера. Добавил кондиционер, после этого хорошенько встряхнул, и все, спрей готов. Вот видно, тут теперь пенка от кондиционера появилась. Этот спрей отлично защищает от пыли. Я им протираю, в принципе, не только мебель, можно также им протирать и всю бытовую технику. Еще также хочу сказать, что это, конечно, этот спрей, он не волшебный. То есть он никак волшебным образом никаким не растворяет пыль. Она как бы не исчезает, и ее все равно будет немного появляться. Но мне просто кажется, что здесь кондиционер, он как раз для волос выступает как в роли антистатика. Пыль не садится на мебель, она как бы пролетает мимо, то есть меньше гораздо садится и оседает на пол. А с пола ее собрать будет, конечно, гораздо легче. Также брать кондиционер можно абсолютно любой, в принципе, абсолютно. Самый дешевый можете брать, эффект будет, в принципе, одинаковый. Он также будет создавать защитную пленку после уборки с этим спреем, то есть мебель будет выглядеть гораздо чище, новее, то есть будет становиться блестящей. Ну и естественно, как я и говорил, будет садиться меньше пыли. Сейчас я покажу вам, как этот спрей работает. Буду протирать, вот у меня полка под телевизор. Тут я не знаю, конечно, передает камера или нет, но у меня тут есть пятна. Буду пробовать ее протирать от пыли. То есть и также хочу сказать, что после обработки, то есть этим спреем не нужно применять никаких дополнительных средств. То есть делать влажную уборку, например, с водой и тряпками. Только взяли этот спрей и сухая тряпка, вот как у меня, допустим, из микрофибры. И все. То есть беру, наношу на поверхность и сразу протираю. Конечно, она заметно свежее стала. Также хочу сказать, что благодаря кондиционеру в комнате становится приятный запах, то есть спрей приятно пахнет. Ну, в зависимости от самого кондиционера, то есть в любом случае он будет приятно пахнуть. Также немножко протру, освежу свой навесной шкаф на кухне. Тоже также беру, пшикаю, немножко спрея. И все, взял тряпку сразу. Протираю. Прям заметно сразу становится приятный запах, то есть от спрея заметно приятно пахнуть начинает. И все, теперь у меня и навесной шкаф заблестел, еще и начал пахнуть. И вот такие у меня получились по итогу результаты. Как видите, все делается легко и быстро. А результаты и правда получается довольно хороший. То есть приятно начинает и комната пахнуть, и мебель освежается, и правда все пятна исчезают. И действительно пыль после этого садится гораздо меньше. Так что буду искренне рад, если вы возьмете этот способ, то есть рецепт на заметку. Также если вы знаете какие-то свои подобные рецепты, способы, то поделитесь ими, пожалуйста, в комментариях. Я также их протестирую, думаю, будет полезно и также не только мне, но и тем, кто зайдет в комментарии и прочитает. Всем пока!